Эй, всем привет, я Химит Пич, художница, и если вам нравится мой канал, то не забудьте подписаться и поставить лайк авансом. Ну а в сегодняшнем видеоролике мы с вами порисуем цветными карандашами, и конечно же в процессе я буду комментировать свои действия и вообще давать какие-то, наверное, советы. Сегодня из материалов я буду использовать Sketchbook Art Creation, который на самом деле размером с ладонь, и также обычные цветные карандаши от Van Gogh и Brinzel. Ну еще буду использовать пару цветов от Kohinoor, это уже акварельные карандаши. Обычно цветные карандаши на самом деле не воспринимают всерьез и думают, что это какой-то детский материал. На самом деле я раньше думала точно так же. Но в последующем, когда я просто по фану решила взять цветные карандаши и порисовать, то я поняла, что это достаточно интересный материал. Мой первый рисунок с цветными карандашами был примерно вот такой. Я использовала просто штриховку и использовала цвета, которые, как мне тогда казалось, сочетались достаточно хорошо. Но в процессе, когда я уже порисовала ими несколько раз, то моя штриховка стала намного интереснее, да и в целом смелее. Поэтому, если вы хотите увидеть больше моих работ не только в карандаше, то можете подписаться на мой инстаграм. Ну что, думаю, пора начать комментировать процесс. Перед тем, как начать работу в карандаше, я обычно беру рандомный цвет для того, чтобы сделать эскиз. Обычно это какие-то светлые оттенки, это может быть оранжевый, желтый, розовый или какой-нибудь нежно-голубой. Хотя, думаю, в данной ситуации здесь подходит любой оттенок, который вы посчитаете более подходящим. И я такой цвет выбираю обычно из принципа, чтобы он потом не мешал и особо не выделялся и не брал на себя очень много внимания. Поэтому я выбираю более-менее какие-то бледные и светлые цвета. Если вы заметили, то работа начала именно с желтого оттенка. При этом я не давила на карандаш, и это не просто так. Если вы посмотрите на фото, с которого я рисую, а я вам его, наверное, не покажу, то вы заметите, что там есть белая граница и граница тени, а между ними есть стык, который обычно такой ярко-желтый или ярко-оранжевый. И поэтому, когда я взяла желтый оттенок, я просто попыталась подготовить базу для того, чтобы попытаться сымитировать именно такое свечение. А получится у меня это или нет, мы посмотрим в конце. К тому же я еще не раз буду возвращаться к желтому и оранжевому оттенку карандаша. Так как в карандашах я не люблю набирать сразу очень плотный тон, то я просто постепенно наслаиваю один цвет за другим. И вот на начальных этапах я обычно использую минимум цветов и стараюсь их помечать внизу листа для того, чтобы просто в конце работы посмотреть, какие оттенки я использовала. К тому же, если вы в работе с цветными карандашами сразу начнете набирать плотный слой, будете давить на карандаш, то, скорее всего, в последующем у вас просто не получится накладывать оттенки друг на друга. У вас не получится намешивать цвета благодаря послойной технике, потому что это будет просто невозможно. Скорее всего, это происходит из-за того, что многие карандаши делаются на особенной основе, а это восковая. Именно она и делает невозможность накладывать цвета друг на друга. Поэтому я советую вам просто спокойно рисовать, наслаждаться процессом и не давить на карандаш, для того, чтобы избежать большую ошибку, которая просто потом не даст вам возможности порисовать то, что вы хотите. А говорю я именно потому, что в последующем, в середине видеоролика, я допущу такую ошибку, взяв в руки акварельный карандаш. Сейчас на первом этапе я использую оранжевый, желтый и розовый оттенок. Накладываю их очень нежно, почти не прикасаясь к листу. В целом, в последующем я просто уже буду добавлять более яркие оттенки и, скорее всего, буду загрязнять уже работу, потому что именно так и получится. Кстати, я почему-то не смогла найти у себя в карандашах нормальный розовый оттенок, все какие-то они либо бледные, либо не того оттенка. Я так думаю, я потеряла половину из них или что? Как вы видите, сейчас я в работу добавила такой ягодный и красный оттенок для того, чтобы показать тени и в целом сделать намного ярче губы. А сейчас я буду как раз таки уже набирать очень яркий тон желтым карандашом и буду на него действительно давить для того, чтобы в последующем получить очень яркий светящийся фрагмент. Как вы видите, я стараюсь наносить желтые и оранжевые оттенки на те фрагменты, где они должны как бы светиться. И если сейчас посмотреть на работу, то действительно это работает. Ну и также, если вы будете брать какой-то один цвет за основу, то это просто поможет вашей работе сделать ее единой и цельной. Для этого достаточно нанести оттенок почти на всю плоскость вашего рисунка, или вы можете даже использовать фон. Несмотря на то, что на референсе я вижу темный
глубокие глаза, наверное, не глубокие, просто темные, я решила начать первый слой именно с голубых оттенков, и в последующем буду просто добавлять другие цвета. Но вообще, зная результат, который у меня получился, я бы, наверное, оставила эти глаза именно такими, как сейчас. Итак, я уже взяла в руки голубой карандаш, то я решила наконец-то проработать место тени. Но вам я посоветую, наверное, выбирать цвет карандаша заранее, предварительно сделав набросок. Просто попробуйте в другом месте сделать наслоение тех же цветов, что вы использовали ранее, и попробовать любой, не знаю, голубой или зеленый оттенок, в зависимости от того, какая тень вам нужна, и посмотреть, как карандаши работают друг с другом. Потому что может получиться так, что какой-то один из цветов может плохо накладываться. И не только потому, что у вас, например, до этого была плотная заливка цветом, а просто потому, что цвет не подходит и не сочетается с пигментами других карандашей. А вот и в мои руки попал акварельный цветной карандаш от Kohinoor. И как раз таки у него очень плотная основа, и поэтому если вы на него надавите, то результат не будет особо вас радовать. Если, конечно, вам не нужен яркий какой-нибудь плотный цвет. Постепенно продвигаясь в работе, я начинаю давить уже на карандаш. Не знаю, либо я устала, либо мне просто надоело постоянно накладывать друг за другом оттенок. Или действительно в этих местах, мне кажется, уже нет необходимости делать аккуратные штришки, потому что я не планировала заранее добавлять в них дополнительные оттенки. Под дополнительными оттенками я имею в виду не спектр оранжево-желтых, красных цветов, а именно какие-то зеленые, желтые, не знаю, коричневые и так далее. Те, которые могут быть противоположными и при смешении дать грязь. Взяв красный оттенок, я попыталась сделать глубину волос, то есть обозначить место, где будут тени, и в последующем зеленый просто для того, чтобы сделать какой-то акцент и сделать работу более живописной. Зеленый оттенок я взяла также достаточно светлый, который вообще не должен дать никакой грязи. А знаете, что я заметила? Что мне сложно делать какие-то действительно очень темные оттенки в карандашах, потому что чаще всего, когда я подготавливаю для себя цвета, я беру достаточно светлые оттенки и почти не использую темных, потому что чаще всего, по крайней мере, те цвета, которые у меня есть из темных, они какие-то такие же бледные, тусклые и не дают достаточно темной линии. Даже если вы будете на них надавливать, не факт, что благодаря этому вы получите такой глубокий тон. И тут я уже не знаю, вина это материала или моя вина из-за того, что я достаточно неопытный человек и плохо работаю с тональностью. Но в целом, наверное, тут есть и моя ошибка, и ошибка материалов, что они не имеют достаточно плотным цветом, не имеют достаточно насыщенный цвет. Я начинаю детализацию и начинаю ее именно с глаз. И на самом деле это не просто так. Как мне кажется, если вы начинаете с глаз и они получаются у вас удачно, то это означает, что ход работы пойдет очень круто и у вас будет успешный рисунок. Конечно, это не 100%, но чаще всего это так. Потому что когда я даже рисую на заказ, я стараюсь работать именно с глазами. И если они получаются удачно и получаются похожими, то это означает, что половина работы сделана. Я постепенно уплотняю тон, используя синий оттенок, более темный, чем первоначальный, и, конечно же, добавляю посторонние оттенки, такие как зеленый. Еще можно добавить желтый, но, наверное, это будет слишком зеленить глаза. Оранжевым и охристым оттенком я намечаю место теней, где они будут. Таким образом, это тоже поможет нам сделать небольшое сияние. Потому что если сразу начинать с темных, то, скорее всего, это будут просто такие темные черточки, не имеющие никакой глубины. Для того, чтобы углубить тени, я решила взять фиолетовый оттенок карандаша, но на самом деле не знаю, было ли это удачным решением. Потому что уже в процессе, добавляя фиолетовый оттенок карандаша, я начала замечать, как в работе образуется грязь. И как мне кажется, наверное, это было не очень удачное решение брать фиолетовый оттенок. Либо нужно было предварительно посмотреть, как они будут смешиваться между друг другом. Да и вообще в тот момент, когда я поняла, что сделала что-то не так, я начала уже паниковать, и в последующем, мне кажется, все мои действия только усугубляли мою работу. Ну и в целом, наверное, такие видеоролики и созданы для того, чтобы вы учились на ошибках других художников.
И если вы посмотрите, то заметите, как я начинаю брать хаотично просто любые цвета для того, чтобы хоть как-то исправить это положение. Не знаю, кстати, было это видно или нет, но, наверное, сейчас я когда прокомментировала это, то вы сразу заметите это. В очередной раз я пытаюсь сделать глубину губам и беру просто темно-бордовый оттенок и, как вы видите, наношу на верхнюю часть губы и на немножко нижнюю. Для того, чтобы проработать маленькие детали, я взяла микрон 0,1. И он на самом деле не очень подходит, потому что из-за того, что карандаши имеют восковую основу, этот микрон можно испортить. Поэтому будьте аккуратны, когда работаете, или просто берите другой маркер. Но даже если возьмете микрон так же, как и у меня, ничего страшного не случится, вы сможете вытереть наконечник об другой лист бумаги. А для того, чтобы поставить итоговые штрихи, а то есть блики, я использую обычную гуашь от Royal Talents, цвет белый. И, конечно же, небольшая маленькая кисть. Она у меня от Escoda. Серия Perla, синтетика номер 3/0. Ну а пока вы не умчались с моего канала, я бы хотела сказать пару слов. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, если вам понравилось и не понравилось, мне действительно будет интересно почитать. И также, если у вас есть какие-то советы для меня, или вы заметили ошибки, или вы действительно можете дать хорошую критику, то я с удовольствием прислушаюсь и буду применять ваши советы в следующих видеороликах. А так, не забудьте подписаться на мой канал, если вы посмотрели этот видеоролик, обязательно сделайте это. А также у меня есть Инстаграм и другие платформы, которые вы сможете найти внизу под видео в описании. Все ссылки там есть. Спасибо за просмотр. Всем пока. Thank you.